hello. Words you need для еле справляющихся. Это так называется, потому что если в этом уроке для вас много незнакомых слов, тогда, скорее всего, вы все еще еле справляетесь, когда вы общаетесь на английском. Но если вы знаете практически все слова, скорее всего, вы уже нормально общаетесь на английском. Так что мы изучаем именно эти слова, чтобы люди, которые пока еле справляются на английском, могли общаться нормально. Поехали. Первое слово Lufthansa, моя любимая авиакомпания. Авиакомпания это будет an airline. Lufthansa is my favorite airline. Ударение на первом слоге airline. Сильнее, line. Слабее. Airline. И не забудьте, что вот слово это двойной. Можно это так написать. Airline. 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 Длинный гласный Ну, лучше даже сказать, что двойной. Мне слово длинный не очень нравится. Двойной лучше. Airline. Airline. Дальше. Я был удивлен количеством мусора в парке. I was surprised by the amount of rubbish in the park. Давайте посмотрим, какие еще бывают вот выражения с этим. The amount of и существительные. Что мы еще говорим? Вот количество. The amount of money. Количество денег. The amount of time. Количество времени. The amount of water. Количество воды. The amount of energy. Количество энергии, но обычно energy это именно про электричество. The amount of work. Вот количество работы. Здесь вот очень важно, мы говорим не the amount, а the amount. The amount. Вот это произносится слитно и появляется звук «й». The amount. The amount. The amount of. The amount of. Вот это надо, чтобы это было у вас в голове, как одно слово. The amount of. The amount of. The amount of. Количество. Дальше. Толпа. Ребенок затерялся в толпе. The child got lost in the crowd. Вот надо не торопиться. Если торопиться, то вы будете говорить что-то как crowd. Не. Crowd. Надо вот прямо хорошо, четко произносить каждый звук. Crowd. Crowd. Сложно, потому что р произносится с губами вперед, произносится с растянутыми губами, рот открыть. И потом опять же надо губы сжатые. Crowd. 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 Got lost in the crowd. Что мы можем произнести? A crowd of. Интересно, что тут будет. Конечно, a crowd of people. A crowd of men. A crowd of supporters. A crowd of reporters. A crowd of protesters. Crowd. Crowd. Не торопитесь. Следующее. На вечеринке была приятная компания. Вот компания это тоже может быть. A crowd. There was a nice crowd at the party. Приятная компания. A nice crowd. В музее было многолюдно, можно сказать. The museum was crowded. Так что, когда вот много людей в одном месте, можно сказать it's crowded. И это мы тоже увидим, если мы тут поищем выражение. A crowded room.
A crowded theater. A crowded market. Это если вот рынок, это вот в экономике мы говорим a crowded market. Если, например, много компаний пытаются занять одну нишу, тогда это будет a crowded market. Вот. Так что crowded, многолюдно, вот много, или много компаний хотят занимать одно место. Дальше. Каковы его требования? Требования это будет demands. What are his demands? Надеюсь, вы слышали demands. В этом слове у нас есть «н» перед «д», и поэтому вот «н» мы растягиваем. Demands. Кстати, на юге Англии говорят не demands, а demands. Вот двойной «а». Demands. Ну, главное не говорить просто demands. Вот русский «а». Demands. Вот он из demands. Нет. Demands через «а» или demands. Двойной звук через «а». Demands. Длинные волосы требуют заботы и внимания. Long hair demands care and attention. Здесь вот видите, hair это единственное число, вот неисчисляемое на английском. Hair demands. Конечно, волосы, множественное число, а вот на английском hair это неисчисляемое единственное число. Hair demands care and attention. Demands, много А если девушка требовательная, можно сказать she is a demanding girlfriend. She's demanding. Требовательная. Дальше. 405. Я заснул во время презентации. I fell asleep during the presentation. Здесь интересно, хотя пишем du, вот американцы говорят during, during. Но в Англии мы обычно говорим вот during, during the presentation. Можно уверенно произносить during the presentation, во время презентации. Иногда я слышу вот у русскоговорящих, люди говорят что-то такое. I worked in the company during 3 years. Так нельзя. I worked in the company for 3 years. Нельзя сказать during плюс numbers. Это нельзя. Нельзя during 3. During может быть только during плюс какое-то мероприятие. An event. Поэтому, да, можно during the lesson, если мы сейчас вот during и существительное, вы увидите, что здесь должны быть много таких мероприятий, событий. Сейчас посмотрим, что получится. И здесь, как вы видите, можно сказать during the war, это про войну. Можно сказать during the season, это обычно про спорт, the football season. During the interview, это собеседование или интервью. During the course, во время курса. During the pregnancy. During the election. Так что, during плюс мероприятие. Дальше идем. История была выдумана. Здесь фразовый глагол. The story was made up. Так что вот придумать какую-то историю это to make up a story. To make up – придумать. Но это не единственное значение to make up. Make up тоже можно употреблять, когда мы говорим про состав.
белые британцы составляют 37% населения Лондона. White British people make up 37% of the population of London. Make up плюс вот процент. Очень часто, если мы говорим про проценты, мы используем вот именно этот фразовый глагол make up. They make up 37%. They make up half. They make up 3/4, 70%. Make up, когда мы говорим про состав. И еще есть make up, макияж. Мне нужно сделать макияж. I need to do my makeup. Так что вот make up — необычный фразовый глагол. А следующее. Война закончилась, и теперь у нас мир. The war is over, and we have peace now. Peace. Мир. Peace. Когда вы говорите вот peace, попробуйте говорить п, сразу же переходить на краткое пи. Пи. И потом сделать паузу и добавить с в конце. Peace. Peace. Можно несколько с, кстати. Peace. Peace now. Peace now. Peace. Peace. Если вы делаете слишком много вот это и, тогда это уже будет не очень. Peace. Peace. И из-за того, что этот и между двумя глухими согласными, мы его так произносим не полным голосом. Я бы даже сказал, только 30% голоса мы внедряем. Peace. Peace. Мы не успеваем вот между глухими согласными внедрять свой полный голос. А если внедрять и говорить peace, это совсем звучит не так, не очень хорошо. Мы тоже используем peace, когда мы говорим про тишину и покоя. Я хочу немного тишины и покоя. I want some peace and quiet. А вот вы слышите вот это peace and quiet, peace and quiet. Ну, как будто одно слово, вот выражение такое есть, устойчивое. Peace and quiet. Some peace and quiet. И если ребенок мирно спит, ну, очень спокойно спит, можно сказать, the baby is sleeping peacefully. Вы слышите, вот peacefully, peacefully. Вот гласный этот и мало. Peace, peacefully, peacefully. Почти вот сразу перехожу от п на с. Peace, 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 peacefully, peacefully. Дальше. У нас уйма времени. Уйма. Много. Вполне достаточно, я бы сказал. Вполне достаточно. Уйма. Вот на самом деле я не знаю это слово. Ну, для меня вот это вполне достаточно. We have got plenty of time. Plenty of. Что еще можно использовать с этим выражением? Давайте посмотрим. Plenty of. И существительные. Интересно, что будет. Естественно, plenty of time. Это первое. Plenty of people. Иногда это может быть plenty of people agree with me. Ну, немало людей со мной согласны. We've got plenty of room. У нас вполне достаточно места. He's got plenty of money. Достаточно много денег. There's plenty of water. Вполне достаточно воды. Так что plenty of, достаточно часто используем это выражение. Не забудьте, что plenty of, никакой of. Не говорите of. Вот это of, не of, of. Plenty of, plenty of, plenty of, plenty of. Plenty of people, plenty of room, plenty of money, plenty of water. Не говорите of. Не надо. Это of. Дальше. Обработка вашего заказа займет неделю. Обработка.
It will take a week to process your order. Здесь у нас ударение на O. Pro плюс w. Process. Process. И вот р можно тянуть. Process. Не говорите про. Process. Process your order. И тоже, если что-то в процессе, это тоже мы говорим in process. Process. To process your order. И процессор, поэтому называется a processor. A processor. Почему? Потому что процессор вроде что-то обрабатывает. И последнее слово в первой части урока будет пока. Пока ты отдыхал, я усердно работал. While you were relaxing, I was working hard. Так что пока, в смысле, пока что-то происходило или пока что-то происходит, мы говорим while. Здесь у нас есть звук I, гласный I, заканчивается на «й», перед «л». И вот в этом случае добавляется дополнительный слог while. While you, while. While you were relaxing, I was working hard. Но это не единственный случай, когда мы используем слово while, потому что есть еще выражение a while, существительное a while. И это неопределенное количество времени. Так что здесь вот некоторое время. Она звонила некоторое время назад. She called a while ago. Ну, a while, надо, чтобы это было два слова. She called a while ago. A while. А если вот мы живем здесь уже довольно давно, we have been living here for quite a while. Так что a while есть, но quite a while это еще дольше. Это дольше, чем просто a while. Довольно давно. Quite a while. It took quite a while. Ну, достаточно много времени. А просто a while это, ну, совсем неопределенное. А quite a while уже немало. Quite a while. Quite a while. Это уже 10 слов. Урок разделен на 5 частей. В каждой части урока 10 слов. Так что сейчас вы можете ставить паузу, повторять эти слова. Если у вас есть полный доступ к курсу на моем сайте hopkinsenglish.com, тогда есть много заданий, чтобы повторять все эти предложения. И именно делать то, что я делаю, это произносить все предложения голосовым вводом текста и делать так, чтобы ваше устройство вас понимал. И вы еще можете вот напечатать слова. И есть карточки, и еще есть PDF-файл со списком слов. Так что, если вам вот интересно, вы можете приобрести полную версию курса и так работать над словами. Или вы можете просто вот откатить назад это видео и повторять все предложения. И потом смотреть вторую часть урока. Вот вторая часть урока. Не раздражай свою сестру. Don't annoy your sister. Раздражать это to annoy. To annoy someone. Можно вот медленно произносить. Annoy. Не надо annoy. Быстро. Не надо этот ой. Быстро произносить. Ой. Медленно можно. Ой. Don't annoy. Annoy. Длинный. Annoy your sister. Можно вот тянуть этот звук. Я раздражен. I am annoyed. Потому что мой компьютер сломан. I am annoyed because my computer is broken. Вот annoyed. Н-н-н-н. О. Д. Надо много, чтобы было я. Annoyed. Когда я говорю много я,
Это, в принципе, значит много и краткое. Можно считать, что... Annoyed. Надо держать. Annoyed. Annoyed. А если вот младшая сестра иногда такая надоедливая, ну, в смысле, она постоянно раздражает меня, можно сказать... My little sister is so annoying. О, не включилось голосовой вот текста. My little sister is so annoying sometimes. So annoying. So annoying. Когда я говорю annoying, кстати, намного больше «н». Annoying. 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 Oh, you're so annoying. Oh, ты так мне надоедаешь. Annoying. Следующее слово. Не теряй равновесие. Равновесие — это balance. Don't lose your balance. Б. Надо вот чуть-чуть прикусывать губы и при этом улыбаться. Balance. Balance. Получается, что губы между зубами. Balance. Это не баланс, конечно. Balance. Ударение на первом звуке, на первом слоге. Balance. Balance. Мы часто говорим про a work-life balance. 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 Can you balance on this branch? Держать равновесие на ветке, например. Balance. Balance. Следующее слово. Мы живем на планете Земля. Наша планета — это planet Earth. We live on planet Earth. Earth. Очень важно вот сделать губы. Я это называю иногда широкий круг. Не у, а и язык, средняя часть языка ближе к верхним зубам. Не прямо прикасается зубов, но вот в это направление. Earth. Earth. We live on planet Earth. Planet Earth. И, кстати, Earth это не просто Земля, ну, это еще и планета Земля, и еще Земля. Так что можно, когда мы говорим про почву, можно это тоже называть Earth. Следующий. Я так рада тебя видеть. Или я так рад тебя видеть. I am so glad to see you. Вот, рад что-то делать. Давайте посмотрим, какие еще часто бывают глаголы после glad to. Вот это хорошее выражение, glad to. Ну вот, glad to see you. I'm glad to be here. Я вот рад здесь находиться. I'm glad to hear that you're feeling better. Вот я рад услышать, что вам уже лучше, что вы лучше себя чувствуете. I'm glad to know that everything's all right. Я рад знать. Glad to hear, glad to know, glad to be, glad to see. А вот слышите, когда я произношу этот glad to, я говорю glad to. Я не отпускаю д. Glad to. Не glad to, а glad to be, glad to hear. Есть еще слово gladly. Она с радостью согласилась пойти со мной. She gladly agreed to come with me. Не забудьте, кстати, что glad надо уже произносить гл в положении улыбки. Gladly. Gladly agreed. И мы еще можем gladly
Например, можно gladly... Пусть будет gladly VVI. Gladly pay. С радостью платить. Gladly take. С радостью взять. Например, взять ответственность. Gladly take responsibility. Не adly, а gladly. Можно gladly trade dollars for pounds. Не знаю. Обменять. Вот в этом случае будет trade. Gladly. И еще есть слово gladden. Солнечный свет радует мое сердце. Sunshine gladdens my heart. Что? Еще раз. Sunshine gladdens my heart. Нет. Sunshine gladdens my heart. Не получается. Хочется, чтобы я... Sunshine gladdens. Ну, бывает иногда, что даже я не могу сделать так, чтобы устройство написал то, что я говорю. Бывает. Gladdens. Ну, это потому, что это, конечно, достаточно редкое слово. Дальше. Я знаю тропинку через лес. I know a path through the forest. Это вот еще одно слово, которое на юге, на севере произносится по-другому. Path. Это северное произношение. Path. Двойной звук. Южное. Path. 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 Вы должны определиться, какой вам больше нравится. Path. Супер короткий или path. Южный вариант. Path. Тропинка. Мы часто говорим про the garden path. Кстати. Мы тоже говорим про a career path. Это не карьерная тропинка, не знаю, как это будет по-русски, кстати. Но a career path — это вот путь, по которой... Карьерный путь, наверное. A career path. A flight path — это вот направление самолета, путь самолета. A bike path — это велосипедная дорожка. A dirt path. Dirt — это... Ну, здесь будет грунтовая, наверное. Dirt path в этом случае. Dirt path. И здесь есть еще garden path. Вот эта тропинка в саду. Дальше. Не рвите цветы в саду. Don't pick flowers from the garden. Pick — это вот это движение. Кстати, мы тоже говорим don't pick your nose. Это ковыряться в носу. Ну, в принципе, тоже так делают. И мы тоже используем этот pick, когда мы говорим про фрукты на деревьях. Мы собрали много яблок. We picked a lot of apples. Picked. Но это не единственный случай, когда мы используем pick, потому что мы тоже используем pick как выбрать. Есть, конечно, слово choose, выбирать, но есть еще и pick. Pick. Выбери меня. Pick me. Pick. Произношение pick. Здесь у нас есть между двумя глухими согласными, поэтому, как всегда, мы не весь голос внедряем. Pick. Не пускайте свой голос. Дальше. Эта песня была записана в 1994 году. This song was recorded in 1994. Здесь важно, когда вы говорите recorded, сделать двойной звук. Recorded. Recorded. Вот
recorded. Да, я уже произношу слитно, но все равно я хочу, чтобы вы слышали recorded, как будто вы говорите зоолог. Зоолог. Recorded. Только зоолог у вас вот второй, да, сильнее. А у нас, когда мы говорим recorded, у нас первый сильнее. Recorded. Recorded. Recorded in 1994. Recorded. Это запись голоса моего деда. This is a recording of my grandfather's voice. Опять же, двойной. Recording. Recording of his voice. Recording of his voice. И мы тоже используем record, когда мы зафиксируем что-то. В прошлом году была зафиксирована самая высокая температура за всю историю. The highest ever temperature was recorded last year. And it was recorded, ударение на втором слоге, recorded, it was a record. Существительное, ударение на первом слоге. Record, рекорд, record, record. И как мы ставим это ударение, мы делаем длинный р. Record. It was recorded. It was a record. It was recorded. It was a record. Record, record. Record, record. Все в длине. Все в длине. Не то, что надо выше, громче, нет. Длиннее. Если ударение, значит длиннее. Recorded, record. Дальше. Он мой последний оставшийся в живых родственник. Родственник – это relative. He is my last living relative. Ударение на первом слоге значит длинный р. Relative. Relative. My last living relative. Родственник. Следующий. Мы решили эту проблему. Решили проблему. We solved the problem. Иногда бывают проблемы с глаголом решить, потому что есть to decide. Это решили, что делать. В смысле, приняли решение. А есть to solve, и это найти решение. Так что решить в смысле принять решение, to decide. Решить в смысле найти решение, это to solve. Так что можно еще сказать? Проблема решена. Мы нашли решение. The problem is solved. 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 Можно держать л в этом слове. Solved. The problem is solved. Solved. Давайте solved. Collocates. И существительные. Ну, как вы видите, здесь будет the problem. We solved the problem. We solved the case. Это то, что делает Шерлок Холмс. У него есть вот дело какое-то, а он вот его решает. Solve the case. We solved the mystery. Это про тайну. We solved the puzzle. Puzzle. Ну, тоже как загадка. Кстати, это тоже можно. We solved the riddle. Riddle — это и есть загадка. Так что solve. И существительное будет solution. Мы нашли решение. We found a solution. Solution. Не solution, а solution. Ударение на втором слоге, значит, мы растягиваем л.
Solution. 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 И последнее слово в этой части урока. Эта одежда не подходит для пеших походов. These clothes are not suitable for hiking. They're not suitable. Длинный с, suitable. И потом мы сокращаем гласный у перед глухим ц. С, в. Suitable. Давайте посмотрим существительные. Кстати, может, suitable for. Интересно, здесь что будет, кстати. Suitable подходит для детей. Suitable for children. Это может быть про фильм, например. This film is suitable for children. Suitable for life. Ну, подходит для ежедневной жизни. For life. Suitable for people with disabilities. Это с ограничениями. Suitable for people with disabilities. Suitable. Кстати, вот здесь это между двумя глухими согласными, поэтому он не полный. Suitable. Не говорите suitable. Сжатый такой. Suitable. Это еще 10 слов, значит, это пора ставить паузу, попить водичку, потому что если вы все повторяете, и вы должны все повторять, тогда уже вот голос может быть уже сухим, вот все, надо попить. Так что отдыхайте чуть-чуть и потом смотрите третью часть урока. Идем дальше. Впервые вирус появился в Китае. Появился. The virus first appeared in China. It appeared. Появился. Appeared. Appeared. И здесь вот этот звук произносится и двойной. Appeared. Appeared. Два звука. Appeared. Appeared. It appeared in China. It first appeared in China. Appeared. Два звука. Appeared. Appeared in China. Она казалась расстроенной. Казалось. She appeared to be upset. Так что в этом случае she seemed to be upset. Seems to be. She appears to be upset. Это, в принципе, одно и то же. Кажется. Кажется, что она расстроена. Seems, appears. Потому что appear это тоже, это вот все, что видимо. Apparently. Вот apparently это и есть. Видимо. Apparently, видимо, she appears to be upset. И еще есть слово appearance. Это внешность. Опишите ее внешность. Describe her appearance. Describe her appearance. А вот здесь, вы слышите, appearance. Здесь уже один звук. Appearance. Но он двойной. Appearance. Appearance. И первый погромче. Посильнее. Appearance. Не просто appearance. Appearance. Двойной. Appearance. Но не одинаковые. Получается, мы говорим appeared. Два звука. Appeared. Но appearance. Appearance. Двойной. Appearance. Appearance appeared. Appearance appeared. Дальше. Следующее слово. Мы долго ждали, прежде чем пересечь границу.
We waited a long time to cross the border. Граница между странами – это a border. Есть еще слово a boundary. Это личные границы. Вот личные границы – это boundaries. Личные. А вот государственные границы на карте – это a border. Это на карте. On the map. На карте. We waited a long time to cross the border. Двойной звук. Бо. О. Да. Ой. Бо. О. Да. Border. 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 Следующий. Мой класс находится на 5 этаже. Здесь мы говорим про класс в смысле кабинет, в смысле комната, а не класс, группа детей. Потому что группа детей это и есть класс на английском. Но класс как комната это My classroom is on the 5th floor. Просто вот смотрите, как мы говорим класс, с улыбкой, класс. Это не класс. 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 И еще л длиннее на английском, чем русский класс. Class. My classroom, in my class, we're in the same class. Class. Ну, кстати, 1 класс, 2 класс, 3 класс это не класс. Потому что в первом классе могут быть вот параллели, да? Вот типа 1А, 1В, 1Б, 1А, 1Б, 1В. Вот эти вот А, Б, В это classes. А вот в Англии 1 класс это Year 1, 2 класс это Year 2, 3 класс это Year 3. Американцы говорят first grade, second grade и так далее. Так что британский вариант Year 1, американский вариант first grade. Но это не класс, это не when I was in the first class. Нет, это неправильно. Класс это вот параллель. Дети, с которыми я учусь. Это my class, а вот наша комната, наш кабинет, это classroom. Дальше. Как связаны эти проблемы? How are these problems connected? Так что связи это и есть connections. So you could say, if you want to do business in Russia, you need connections. У вас должны быть связи. You need connections. Связи. Connections. И connect это еще подключиться. Ну, связь устроить с интернетом. Я не могу подключиться к интернету. I can't connect to the internet. Can't connect. Что еще будет? Connect to. Collocates. Connect to. 4. Что будет? Вот the internet. Ну, можно еще connect to the network. Connect to the server. Connect to the web. Web это паутина, но мы часто используем это выражение, когда говорим тоже про интернет. Так что connect – подключиться. И наша связь нестабильна, например, разговариваем по Zoom, по Skype, вот связь нестабильна. Our connection is unstable. Oops. Our connection, длинный н, connection, а вот мы сокращаем перед глухим к. Connection is unstable. Следующее. Я ненавижу разочаровывать людей. I hate disappointing people. Разочаровывать, to disappoint. To disappoint. Ударение на вот, на disappoint. Disappoint.
disappoint, но мы не говорим disappoint, мы не делаем громкий ой, мы делаем паузу перед п. Disappoint, disappoint. И здесь тоже из-за того, что п и ц глухие, наш ой, ой произносим неполным голосом. Disappoint, ой, 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 disappoint. Если она не выглядела разочарованной, можно сказать she didn't look disappointed. Disappointed. И не забудьте, что должно быть придыхание. Не просто п, а п. Надо выдыхать. Pointed. Она попыталась скрыть свое разочарование. She tried to hide her disappointment. А здесь вот два раза у нас есть вот н-ц. Можете попробовать вот disappointment. Важное сочетание, кстати, звуков на английском. Disappointment. Следующее. Произошла ошибка, из-за которой веб-сайт не открывается. There's an error, so the website won't open. Вот ошибка. Вы уже знаете слово mistake. Не просто steak. A big mistake. Это ошибка, которую совершают люди обычно. People make mistakes. Так что mistakes это то, что делают люди. А errors это обычно что-то техническое. Потому что вот, не знаю, машина, например, лучше говорить про компьютер. Компьютер не может сделать ошибку. Это не может быть. Потому что mistakes это для людей. Поэтому, если ошибка вот в системе, мы используем слово error. Можно сказать the programmer made a mistake, and so there's an error in the code. The programmer's mistake, the error in the code. Mistakes and errors. 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 Будьте осторожны, не говорите error, error. Следующее. Ты можешь повесить свою куртку на этот крючок. Повесить куртку. You can hang your jacket on this hook. Повесить. To hang. И, кстати, это неправильный глагол. Hang, hung. Не home же. Hang, hung. А вот видите, когда я говорю hang, у меня рот полностью открыт, я не закрываю рот. Это важно. Hang, hung. Hang, hung. She hung her coat on the hook. Прошедшая форма. Но есть еще одна версия глагола to hang. И это про казнь. Убийца был повешен. The murderer was hanged. И как вы видите, в этом случае это правильный глагол. Просто добавляем ed. Was hanged. The picture was hung. The murderer was hanged. Так что вторые и третьи формы отличаются, если мы говорим про казнь или просто про то, что картинка была повешена. И повешение это будет the hanging. Собралась толпа, чтобы посмотреть на повешение. A crowd gathered to watch the hanging. Здесь, скорее всего, вам не придется употреблять это слово, но это вот хорошо тренировать. Hanging. Вот это слово, потому что можно произносить, не только можно, а нужно произносить это слово с открытым ртом. Hanging. А вот
Таким способом можете работать над этим сложным hanging. Hanging. Дальше. Это мое личное мнение. This is my personal opinion. Личное. Personal. И интересно, что еще будет personal. Personal и существительное. Можно говорить про my personal life. Это моя личная жизнь. Don't talk about my personal life. Не говорите про мою личную жизнь. I know from personal experience. Это мой личный опыт. That's personal information. Вот это личная информация. I took personal responsibility. Ну вот, я взял на себя ответственность. I have a personal trainer. Это мой личный тренер. I have a personal assistant. Это вот помощник руководителя часто называется a PA. A PA, a personal assistant. Personal – личный. Если она обратилась лично ко мне, можно сказать She addressed me personally. 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 И есть еще слово personality. У нее расстройство личности. She has a personality disorder. Personality. Личность. Дальше. Чтение доставляет мне огромное удовольствие. Reading is a great pleasure for me. Удовольствие. Pleasure. Pleasure. Можно остановиться на л. Pleasure. Pleasure. It's a great pleasure. Great pleasure. Pleasure. Вот не очень длинный здесь, но л длинный. Pleasure. A great pleasure. A great pleasure. Мы тоже часто можно говорить, если человек говорит себе thank you. Thank you very much. Можно сказать it's a pleasure. It's a pleasure вам помочь. Для меня это прямо удовольствие помочь вам. Так что вы говорите thank you. Я говорю it's a pleasure. It's a pleasure to help. It's a pleasure. И последнее слово в этой части урока. Кто нажал на кнопку? Нажать. Who pressed the button? Press. Нажать. Who pressed the button? И, кстати, слово depressed это как будто нажимают на меня. I'm depressed. Это можно теоретически сказать the button. Кнопка нажата. It's depressed. И если я depressed, как будто я кнопка, и на меня давят сверху. Depressed. Press. Depressed. Who pressed the button? Все? Это еще 10 слов. Ставьте паузу, отдыхайте, повторяйте все, прочитайте предложение и потом смотрите четвертую часть урока. Четвертая часть урока. Хотите расплатиться наличными или картой? Наличными это cash. Would you like to pay in cash or by card? Cash. Наличные. Cash. Здесь у нас есть звук между двумя глухими согласными, поэтому он такой неполноценный. Cash. Cash. In cash or by card. Следующее. История будет продолжена завтра. The story will be continued tomorrow. А когда вы говорите continued, попробуйте в конце вот делать в, достаточно, подлиннее. Да, ударение на тин, но все равно. Continued. Continued.
continued. Continued. You'd. Continue tomorrow. Continue. Продолжать. Continued. Следующее. Я с нетерпением жду продолжения этой истории. I am looking forward to the continuation of the story. Продолжение, the continuation of the story. Continuation. И есть еще прилагательное continuous. Кандидаты должны иметь непрерывный стаж работы от 2 лет. Непрерывный. Continuous. Candidates must have 2 years continuous employment. Continuous. Когда вы говорите continuous, вот этот в очень важный. Continuous. Потому что, хотя мы не пишем в, continue заканчивается на у, и поэтому вот его произносим перед с в конце. Continuous. Continuous. Continuous employment. Интересно, что еще бывает continuous, кроме employment. Можно говорить про continuous improvement. Continuous action. Continuous monitoring. Monitoring – это наблюдение, непрерывное наблюдение. Continuous monitoring. Continuous. Continuous flow. Это непрерывный поток. Flow – поток. Дальше. У меня есть 3 устройства Apple. I have 3 Apple devices. Устройство – a device. Device, пауза, с. Вот наш I сокращается перед с. Device. 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 Следующий. Какова высота горы Эверест? What is the height of Mount Everest? Так что это может быть высота, но тоже рост. What's your height? Вы какого роста? What's your height? My height is 178 centimeters. Not Heidi. What? Голосовой ввод текста. My height is 178 centimeters. Height. Надо обязательно открывать рот в начале. Height. Height. The height of Mount Everest. My height. Your height. Height. Еще есть выражение I am afraid of heights. Боюсь высоты. Дальше. Следующее. У меня 2 сыновей, и ни у одного из них нет работы. I have 2 sons, and neither of them has a job. Надеюсь, вы уже знаете слово both. Это оба, но оба не. Мы говорим не both, а neither. Так что мы оба любим. We both love skiing. Кататься на лыжах. Но если никто из нас, не никто из нас, но именно вот если нас 2, из нас 2. Neither of us likes skiing. Мы оба не любим. Neither of us likes. Оба не. Так что оба. Both. Ой-ой-ой. Оба не. Neither. Оба both. Оба не. Neither. И есть еще выражение. И я тоже. Если это положительное предложение. We both love skiing. Oh! Me too. Я тоже люблю. Me too. Neither of us likes skiing. Мы не любим. Me neither.
я тоже не люблю. Так что I love it, me too. I don't like it, me neither. Так что neither это такое сложное достаточно слово, потому что на русском нет такого. Но вот слово both нельзя употреблять в отрицательных предложениях. Если предложение отрицательное, надо сказать neither. И, кстати, neither, neither. Можно сказать neither, можно сказать neither. Разницы нет. Это даже не американская, британская варианты. Просто я могу один день сказать neither и другой день сказать neither. Это одно и то же для меня. Следующее слово. Вы являетесь владельцем этой собственности? Do you own this property? Владеть собственности. To own something. И владелец это the owner. Кто является владельцем? Who is the owner of this car? Слышите? The owner. Вот «й». Здесь у нас есть the перед гласным, поэтому говорим the owner. The owner. Смотрите на мой рот. The, потому что на самом деле звук здесь в. The owner. The owner. The owner. The owner of this car. Who owns this car? И есть еще прилагательное. У меня есть своя комната. I have my own room. It's my own. И что еще бывает? My own. Можно говорить про my own life. Моя собственная жизнь. My own experience. Собственный опыт. I have my own business. Вот это мой бизнес, собственный. I'll do it my own way. Это вот собственный способ. Как я хочу, так и делаю. I saw it with my own eyes. Собственными глазами. Own. Own. Кстати, owner это не только владелец, но еще и собственник. Собственник тоже будет. The owner. Owner. Следующее слово. Я купил банку с краской. I bought a pot of paint. Paint. Надо сократить «н». Не забудьте, что перед «д» мы делаем длинный «н», а перед «т» короткие, сокращенный «н». A pot of paint. Краской. Paint. Смотрите тоже на мой рот. Paint. Paint. Я произношу «п» уже с растянутыми губами. Paint. Paint. Что мы делаем? Мы красим деревянный забор. Now we are painting the wooden fence. Улыбайтесь. Painting. Painting. Я хочу повесить эту картину здесь. I want to hang this painting here. Painting. Картина тоже будет a painting. Ну, можно тоже сказать a picture. Но если вот эта картина именно вот красками нарисована, тогда мы часто это называем a painting. Следующее. Он дал разумное объяснение. He gave a reasonable explanation. А знаете, мне кажется, что... это слово reasonable часто у нас употребляется, и мне кажется, что это в смысле близко к русскому нормально. Вот, нормальное объяснение. Нормальное. It's reasonable. Потому что если что-то вот нормальное, то, претензий, в принципе, не могут быть, потому что, объяснение нормальное. It's reasonable. На чем-то обосновано. Можно оправдывать.
Нормально. Все нормально. A reasonable explanation. Интересно, что еще может быть, кстати, reasonable, потому что это слово действительно часто употребляется. Давайте посмотрим, если вот в этих случаях тоже подходит русское нормальное. He's a reasonable person. Если человек reasonable, значит, с ним можно договориться. He's reasonable. Нормальный человек. В принципе, подходит. It's a reasonable price. Ну, нормальная цена. Никаких претензий не могут быть. It's a reasonable expectation. Ну, вот, нормальные ожидания. Да, обоснованные на реальность. A reasonable amount. А здесь уже что-то другое. Вот a reasonable amount — это немало. Ну, нормальное количество. Нормальное. Так что мне действительно кажется, что нормальное — это вот хороший перевод этого слова reasonable. А если моя комната была достаточно уютной, можно сказать my room was reasonably comfortable. Короче, нормальная комната. Reasonably comfortable. Никаких претензий. А если ваши ожидания необоснованные, можно и сказать, ваши ожидания ненормальные. Your expectations are unreasonable. Они ненормальные. У меня есть вот претензии. Вот, нельзя столько всего ожидать. Unreasonable expectations. Так что да, можно это переводить как необоснованные, но так как на русском это слово редко употребляется, а слово reasonable, unreasonable очень часто на английском, мне кажется, лучше все-таки употреблять слово нормально, как перевод этого слова. Дальше. CNN сообщает, что сын президента был арестован. CNN is reporting that the president's son has been arrested. Is reporting. Двойной reporting. 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 Сообщает. Reporting. Я разговаривал с репортером из местной газеты. I spoke to a reporter from the local newspaper. Опять же двойной о, reporter. Reporter. Так что глагол to report. To report. Существительное. Мы должны представлять финансовые отчеты каждый месяц. We have to submit financial reports every month. А вот часто ударение меняется, когда существительное и когда глагол. А здесь нет. Здесь глагол to report и существительное a report. Так что ударение и для существительного, и для глагола на втором слоге. A report. Отчеты reports. Часто люди вроде угадывают, что, раз существительное, наверное, первым, говорят reports. Reports. Но это не report, а reports. 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 Financial reports. Какие еще бывают reports? J reports. Ежегодный отчет. Annual report. Recent report. Это что-то было вот недавно. Final report. Финальный отчет. Reports. И последнее слово в этой части урока. Вы не сможете войти, если у вас нет билета. You can't go in unless you have a ticket. Вот хорошее слово. Unless — это если не. Если не, unless. Например, да, можно сказать if you don't like it, if you don't tell me, I will
kill you. I will... Почему я голосовым вводом не делаю это? I will kill you unless you tell me. Вот это если не всегда можно заменить unless. I will kill you unless you tell me. Все? Ставьте паузу, отдыхайте, попейте водичку и потом посмотрите последнюю часть этого урока. И последняя часть урока. Я не могу принять ваше предложение. Принять. I can't accept your offer. To accept. Здесь важно держать с. Accept. И вот наш проглатывается из-за того, что он между глухими согласными. Accept. Accept. I can't accept your offer. I can't accept it. I'm sorry. Я не могу принять. I can't accept your offer. Accepted. Давайте попробуем так. Это будет collocates и nouns перед. Интересно, что будет. Это может быть про людей. The students were accepted. Их приняли, например, на курс. Donations are accepted. Мы принимаем донаты. The offer was accepted. И мы еще говорим The article was accepted by the journal. Это научные журналы могут принимать статьи от ученых. The article was accepted by the journal. Accept. Она подтвердила свое согласие на предложение. Согласие это тоже может быть accept, но здесь будет acceptance. She confirmed her acceptance of the proposal. Так что согласие это может быть acceptance of something. А если поведение неприемлемое, можно сказать Your behavior was unacceptable. Unacceptable behavior. Скорее всего, здесь это будет самое популярное. Unacceptable. Ой. Да, unacceptable behavior. Unacceptable risk. Тоже неприемлемый, наверное. Unacceptable levels of radiation. Unacceptable conditions for working. Или для жизни. Conditions условия, вот неприемлемые. Unacceptable. Следующее слово. Это ситуация. Эти ситуации нельзя сравнивать. Сравнивать будет compare. These situations can't be compared. Здесь у нас двойной плюс Ой-ой-ой. Плюс Вот так. Add. Compared. Compared. И вот второй ниже. Compared. 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 Can't be compared. Если can't be compared, они несопоставимы. These situations are not comparable. Сопоставимый comparable. Так что гласный звук меняется. Compared, comparable. Compared, comparable. И есть еще существительное сравнение. Это несправедливое сравнение. It is not a fair comparison. Здесь тоже короткий Comparison. Comparison. И мы не говорим comparison, вот ударение на втором слоге, comparison. Пауза дает, отмечает ударение. Comparison. Comparison.
Пауза, пауза, пауза. Comparison, comparison, comparison. Следующее. Кофе помогает мне сосредоточиться. Сосредоточиться, можно сказать, focus. Coffee helps me to focus. Это, конечно, не фокус. Фокус — это a magic trick. Фокус. А focus — сосредоточиться. Потом в, и потом кс. Можно даже так. Focus. Focus. Открываем рот. Focus. Как фото. Focus. Focus. Следующее. Это был наименее плохой вариант. Наименее. It was the least bad option. Наименее, the least. Когда вы говорите least, попробуйте вот сразу практически переходить от л на и краткое, на е. Ли надо улыбаться. Ли. Мы уже вот улыбаемся, когда мы произносим л. Least, супер мягкий, least bad option, the least, можно еще много с, least, вот, least bad option. Вы заметили что-нибудь необычное? Заметили? Did you notice anything unusual? Anything unusual? Notice, вот это слово заметить, это тоже может быть mention, если вот заметить в смысле что-то сказать. Так что заметить в смысле сказать что-то об этом. Это to mention, это сказать, а заметить глазами можно сказать, вот mention — это заметить голосом. А to notice — это заметить глазами. Notice. Вы заметили? Did you notice? А вот перемена была явно заметно, что-то было заметно глазами. The change was clearly noticeable. И, кстати, произношение, иногда люди вот забывают, что здесь должно быть звук «в». Notice — это «н», как будто мы говорим про орехи nuts, но потом добавляем «в». «Н-ут». «Н-ут». Notice. Это не как note. Ну, есть еще на русском ноутбук. Note. Но это не оу, note, а ау. Note. 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 Noticeable. И notice — это еще и объявление. Вы читали объявление на двери? Have you read the notice on the door? Объявление, the notice. И есть еще выражение don't take any notice. И это не обращайте внимания. Они не обращали внимания на меня. They didn't take any notice of me. Вот это выражение тоже стоит запомнить. To take. Но обычно это не мы используем именно когда отрицание, когда не обращали внимания. Когда обращали внимание, мы обычно не употребляем это выражение. Именно вот в отрицаниях. They didn't take any notice. Не обращайте внимания, не берите в голову. Don't take any notice. Следующее. Наш предыдущий офис был больше, чем нынешний. Предыдущий. Previous. Our previous office was bigger than our current one. Previous. Здесь у нас есть
и перед звонким в, поэтому достаточно много «е» произносим. Previous. Previous. A previous office. Previous. Это слово употребляется постоянно. Это общественный парк. It is a public park. Public. Общественный. Ну, все, что связано с публикой. Для публики, для общества. It's public. Public park. Здесь вы увидите, будет очень много выражений с этим public. Вот видите? Public health. Вот это общественное здоровье. Ну, здоровье всех. Смотрите, 17 тысяч раз появляется в корпусе. Public schools. Это общественные школы. Public policy. Это общественная политика. Public opinion. Public opinion. Общественное мнение. Public relations. Вот это. PR. Это отношения с публикой. Общественные отношения, может быть. Не знаю, кстати, как по-русски. Но вот этот public очень часто употребляется. Public. Public. И, кстати, возможно, вы знаете, что англичане очень любят Englishmen like going to the pub. А вот the pub это на самом деле сокращение выражения public house. The public house это the pub. Ну, общественный дом. Ну, дом, в который все могут ходить и пить пиво. The pub. Public house. Следующее. Рядом с моим домом есть несколько хороших ресторанов. Вот несколько. Есть полезное слово several. There are several good restaurants near my house. Их несколько. Several. Several. Два слога. Several. 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 Several good restaurants near my house. Следующее. Он обращался со мной как с незнакомкой, как с чужим. He treated me like a stranger. A stranger. Часто мы говорим детям. Don't speak to strangers. Strangers. Ой-ой-ой. Strangers. Незнакомые люди. Вот незнакомый человек is a stranger. Stranger. И последнее слово в этом уроке. Моему сыну нравится играть с грузовиками. Грузовик, особенно если это американский английский. My son likes playing with trucks. Кстати, a British truck is вагон грузового поезда. Вагон грузового поезда. But an American truck — это грузовик. Грузовик. Так что в Англии грузовик будет a lorry. Так что здесь я могу вот a lorry. И американцы, кстати, когда они говорят про вагоны, это wagons. Wagons. Так что вот похоже на русское слово. Но truck это железные дороги в Англии, а обычные дороги автотранспорта в Америке. Все. Мы дошли до конца этого урока. Мы уже прошли 450 слов. Молодцы. Не забудьте про полную версию курса. Если вы хотите работать больше над этими словами, очень, я надеюсь, я считаю, что удобно работать на моем сайте, в моем приложении. Там вот все есть в одном месте, и задания, и PDF-файлы, и эти видеоуроки, все там есть. Так что
посмотрите, если вам нравится, приобретайте. Не забудьте ставить, пожалуйста, вот лайки. Но вы уже делали самое главное, вы досмотрели до конца. И для меня это очень важно. Так что спасибо, что вы досмотрели до конца. И я очень надеюсь, что вы скоро посмотрите следующий урок. Bye-bye!